Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду виртуозом, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте подписаться на меня, кто не подписан, поставить лайк и комментарий оставить. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены, если что, в описании канала и в описании под роликом, и в комментариях. Короче, везде есть все закрепленные ссылки, всю информацию можете найти. Также хочу вам сказать, что 5 марта будет патч баланса. Я выпущу короткий ролик на обзор этого патча. Там такие есть интересные изменения по поводу реликвий в основном. Но еще также есть некоторые фигуры, которые там перебалансили. Короче, все будет в ролике, а еще будет в моем телеграм-канале скриншоты. Поэтому, кому это интересно, подписываемся еще и на мой телеграм-канал. Вот, все, что я хотел сказать. Если что, играю эту игру я не один, я играю со своими двумя подписчиками. Это Самат и Ник Игого. Вот. Надеюсь, они меня пощадят немного. Я смогу в этой игре что-нибудь такое интересное вам записать. Если что, про сборку на инсеках я помню прекрасно. Тут как раз есть аптечка священника. Если бог рандома позволит, то я, соответственно, реализую инсеков. Почему я говорю, что возможно? Потому что, для того, чтобы реализовать инсеков, мне нужно с первого раза достать мать насекомое. Змейка пришла. Так это намек на то, что мне нужно играть либо на зверях, либо же играть через инсектоидов все-таки, а? Ну ладно, жрецов, короче, я заранее покупаю. Какие же предметы мне такие-то взять интересные? Ладно, я пока не буду с предметом первого тира спешить. Хотя можно, в принципе, палку взять, самый такой универсальный предмет. Но если просто и дальше мне будет хорошо змейки идти, можно было бы взять и рок войны. Тоже, кстати, отлично будет заходить под змейку. Все-таки змейка, она жесткая. Даже в одну звезду змейка довольно-таки сильно напрягает своих врагов. Она и замедляет, и урона нормально вносит, и магическое сопротивление имеет, и таргет дает лишний. Если там кто-то через маг билд играет, то будет жестко. Кстати, вот так вот сделаем. Чтобы выйти в 20 монет и быстренько на лустрик играть. Ой-ой-ой. Какую я ошибку допустил только что. Но я думаю, многие поняли, что я за ошибку допустил. Но кто вдруг не понял, то объясняю. Надо было сначала посмотреть предмет второго тира. И если бы там был пакт мертвецов, то, соответственно, я бы реализовал пакт мертвецов лучше. Ну, блин. Ну, сделал такую ошибку. Что теперь? Ничего теперь. Все. Играем, как играем. Допустил ошибку. Я просто мог фигуру себе сразу третьего тира найти какую-то. Ладно, попробуем на нежити поиграть. Все, ребят. Виртуоз выключен. Играем на нежити. Посмотрим, как я ее смогу реализовать. Меня там как раз просили реализовать этого... Как его там зовут? Спектру? Ой, Спектру. Траксу. Спектру, боже. Вот это я, конечно, молодец. Траксу меня просили реализовать. Тут есть дайт в этой игре. И, если честно, то есть некие сомнения, то, что у меня получится реализовать Траксу. Потому что для того, чтобы реализовать в целом охотников и Траксу, нужно очень много. То есть вас должны не только спектра... Да чё ж спектра у меня на языке вертятся? Вот просто спектра. Не знаю, что происходит. Для того, чтобы реализовать Траксу, нужно много предметов. Ну и чтобы охотники прям шли. Но я со старта лучше буду играть на нежити, потому что не дает минус максимальное количество хп, поэтому будет жестко. Опа. Тракса. Здорово. Блин, может выйти немножко в уровень? Хотя знаете, как мы можем попробовать реализовать нежить? И Траксу в целом. Смотрите, мы можем поставить 9 нежити и 3 охотника. Как вам такое? Я думаю, будет очень сильно. Можно будет попробовать еще и драконов 3 штуки сюда впилить. То есть... Блин, не знаю, я хочу, кстати, аптечку священника. Ладно, закину пакт мертвецов сейчас орка-охотника. И вот так вот сделаю. Мне кажется, так будет самое лучшее. Можно было бы, конечно, сейчас выйти в 30 монет.
Ну, посмотрим. Сейчас просто будет у меня уже 4-й уровень, я поэтому... Ну, плюс у меня еще и один охотник есть. Так, я синергию охотников себе что-то не поломаю. Ну, тут меня, конечно, вынесли вообще без шансов. Без смс-регистрации. Еще один охотник пришел. Ну, я, наверное, сделаю вот так. Пусть у меня будет баф нежити немного. Мне кажется, так будет намного профитнее. У меня есть еще и винга. Короче, план действий таков. Я пока что буду играть на нежити. В конечном итоге посмотрим, что у меня будет получаться из этого. Потому что, смотрите, возможно, я сыграю через 5 драконов. 5 драконов, 6 нежити, через сильный прокаст. Там будет спектра, там будет банши, там будет лич. Ну и там посмотрим, что еще можно будет добавить. Либо же мы будем играть через 9 нежити, 3 охотника, 3 дракона. Тоже, в принципе, сильно будет. Не знаю, получится ли сюда еще и вингу засунуть, чтобы новую синергию попробовать реализовать. То есть засунуть вингу, засунуть этого петуха. Пусть у меня будет лич. Если еще и призма придет, то и некор, то, соответственно, это будет по 3 целям лететь. Ну, либо некор, либо лич. А может, у меня вообще 2 призмы будут. Тут, конечно, у моих противников довольно такие серьезные столы. Неприятно пока получается. Покупаем друидов. Ну, это по стандарту покупаем друидов. Я, кстати, вот так сделаю. Я лучше выйду в лустрик, потому что стол у меня довольно-таки слабый сейчас. Я никого не побеждаю. Нет, на самом деле, если бы у меня были немного другие предметы, больше как керри предметы в Траксе, то, возможно, она бы тащила. Ну, допустим, последние 2 места я бы точно тащил. А вот повыше пока что нет. Ну, только если бы Тракса у меня была в 2 звезды, тогда да. Вот, покупаем друидов. Потому что на самом деле, играя через друидов и играя через нежить, это самый быстрый апгрейд 3-звездочных фигур нежити. Единственное, что чтобы главное, чтобы повезло на нужные фигуры. Вот, допустим, если я хочу Трента перевоплотить, и я надеюсь, что мне не упадет там какой-то олень, либо же пудж, я надеюсь, что мне все-таки Тракса упадет. Упадет Тракса, это будет топчик. Просто 3-звездочная Тракса сюда. Если она еще и рано соберется, ой-ой-ой. Кстати, Вещь Доктора можно перевоплотить. Олень есть, хорошо. Сейчас хочу еще и Виверну попробовать найти. За одну монетку, которая... Ну, кстати, вот так вот поставлю. По поводу более керри предмета, что я под этим подразумеваю. Ну, там палка, минус броня. Ну, Майлшторм. Это молот Тора 2-го уровня. Не особо он там мне и нужен. Ну, в идеале, конечно, бы он мне нужен был, но пакт мертвецов был бы, ну, приоритетнее. Думаю, тут сами понимаете. Хотя на самом деле Тракса плюс пакт мертвецов. Что я несу? Тракса плюс пакт мертвецов. Я не знаю, ребят, что со мной сегодня творится. Я просто оговариваюсь на каждом шагу. То спектру называю Траксой, то еще что-то. Наоборот. Поняли прикол? Я не знаю, что происходит. Это бред какой-то. Ну ладно. Так, ну сейчас уже будет 6-й уровень у меня. По кайфу. На самом деле хочется еще зомбаря. Чтобы одну просто фигуры жрецов убрать. Муэрта, кстати, если придет в 3 звезды у меня с Фуриона, тоже будет топчик. Главное, чтобы не какая-то винга. Тогда у меня получится 3 охотника, 3 дракона и 9 нежити. Будет по кайфу. Да? Да. Непонятно, что пока у кого собирается. Вот знаете, самый огромный минус игры через нежити. То, что нежить довольно-таки просто контрить и довольно-таки тяжело собрать. Не знаю, им надо вот этот пакт мертвецов переносить в 1-й тир. Потому что, ну, по факту, ну, такое. Во 2-м тире довольно-таки сложно все равно реализовать. О, Мамора. Спасибо. Она мне не нужна. Мне туда тупо даже некого засовывать. Ну, буду ждать какую-то фигуру и засуну ее туда. А что делать еще? Абадона, конечно, хотелось бы мне в 2 звезды найти. Какую фигуру засунуть туда все-таки? Ладно, панду продам. Хотя на самом деле можно было бы панду оставить. Все-таки маленький процент того, что мне выпадет то, что надо из нежити с помощью панды, никогда не равен нулю.
А вдруг мне, знаете, панда принесет спектру? Да будет сильно. Хотя это я уже слишком губу раскатил, да? У меня уже 65 хп, боже. Как меня сносит? О, кстати. Кстати. Делаем красиво, смотрите. Бэмс. Будем сидеть до талого, чтобы цветка собралась у меня в 3 звезды. Напомню, ребят, сразу, то, что если вы собираете вот так вот цветку в 3 звезды через Мамору, вторая цветка у вас не появится. Кто вдруг не знал. У вас появится всего лишь одна цветка, которая будет в 3 звезды. Не знаю, нужна ли мне одна виверна? Не нужна. Продаем. О, там уже Мишку нашел мой подписчик. Понял. Вопросов не имею. Маги, кстати, собираются. Тут чел хочет, походу, 9 магов поставить через волшебников. Посмотрим, получится у него или нет. 9 магов, если здесь будет, то мне нужно будет магическое сопротивление, то есть всякие там шары бездны нужны будут. Кстати, а вот по закону подлости, смотрите. Если бы я в гнездо Мамора бы не закинул цветку, мне бы 4-звездочная фигура не пришла бы от слова совсем. Будем немножко усиляться. Потихонечку. Вот чуть-чуть, чтобы поменьше в лицо получать. Интересно, мне придет довольно-таки рано цветка в 3 звезды? Не, на самом деле, если она мне придет в 3 звезды, то с нее я могу и зомбаря вытащить, и пуджа, либо же оленя. Я надеюсь, конечно, что-то пополезнее упадет. Вы прикиньте, я с цветки Траксу 3-звездочную достану. Это же будет вообще топчик. Самое главное, когда мне эта Мамора вылупится. Вот это вот самое главное. Сейчас, если с этого духа мне выпадет Банши, будет топчик. Банши нереально сильная. Даже в 1 звезду она прям разваливает. Там урона у нее с 1-го уровня много. Просто 200 физического урона. Кайф? Кайф. Это, конечно, не антимаг. Но Банши тоже топчик. Лич. Лич. Это, конечно, не то, что бы мне хотелось. Но, в принципе, пойдет. 4 из 9. Да. 2 баночки по 1 хп мне прилетело. Неприятно. Ну да, будем пытаться нежить реализовать. Почему бы и нет? На нежити мало контента. Не, ну в первые дни патча, когда только пак мертвецов переделали, я там довольно-таки много контента с нежитью закинул. Я на самом деле считаю, что самая сильная сборка все-таки на нежити это 5 драконов и 6 нежити. Это прям топчик. Потому что у тебя очень много прокастов, у тебя очень много урона, а если у тебя еще и Джекира сверху есть, то там вообще забейте. Котл, кстати. Кстати, котл. Еще яйцо есть, кстати. Но яйцо я, наверное, попридержу. Мало ли кто-то мне такой полезненький придет. Не знаю, если честно, я сейчас не хочу 6 нежити ставить. Мне кажется, 6 нежити не затащит мобов. Просто в Хускара я верю, а вот в те фигуры, которые у меня сейчас на текущий момент есть, я не особо верю. Если бы вместо Лича у меня было бы Банши, я бы тогда 100% поставил бы 6 нежити. Так, у меня Лич... Ну, не факт, что он много урона нанесет, не факт. Плюс 1 хп, спасибо за баночки, вкусно. Чисто такой кэшбэк, лишь бы он был. Давай, пак мертвецов еще один. Еще один пак мертвецов. Бог рандома, не подведи. Раз ты мне так хорошо начал, то давай еще один пак мертвецов. Напомню, что несколько пактов мертвецов работают в одной фигуре. Хоть и не должно работать, но работает. Угу. Зато банш пришла. Из хорошего. Я могу, в принципе, уже 6 нежити поставить и играть на 6 нежити, но... Ну, такое, слабенькое. Слабенько пока что.
Кстати, в игре есть олень. Может, повезет. А вы прикиньте, если мне сейчас придет реально олень. Я ж просто его через яйцо апаю, закидываю туда пак мертвецов. И может быть, будет четко. Мне тут, кстати, Дум прилетел. Ой. Давай, Тракса, наваливай. Покажи всю свою мощь. Не показала. Можно, конечно, сейчас 3 предмета взять, переработать. А ну кто кого, Виверна или ЦМ-ка? Виверна. Чисто битва титанов такая. Ну, фиолки, кстати, мне очень хорошо падают. Мне еще и зомбарь упал. Вообще топчик. Пока что вместо Виверны поставлю орка-жреца. Не знаю, на манореген пока что шмотки я закину в банши, в нее я побольше верю. 7 из 9 Мамора. Прикиньте. Ля, не, ну по закону подлости она сейчас должна остановиться. По закону подлости. Сейчас до 8 из 9 дойдет, и там раундов 10 она будет 8 из 9 стоять. По-другому это не работает. Хорошо, что Дум не полетел в банши сейчас. Это топчик. Успей. Хорош. Ой, хорош. Все. Не, ну, блин, несмотря на то, что у меня стол тупо весь однозвезд... Охренеть. Вы это видите? Мне леший пришел. Шанс выпадения 1% на легендарную фигуру, а мне тупо леший падает. Серьезно? Обалдеть. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Это жестко. А чё у меня в лишнем 900 хп, я сейчас не понял. А чё за бред? А с каких пор пак мертвецов режет хп своим фигурам, в котором находится пак мертвецов? Я чё-то не понял. Еще одно яйцо привет. Давай еще одного лешего. Не, что-то не понял. А, они поправили описание. Тогда понятно. Короче, чтоб и вы тоже знали, там в описании написано теперь, что эта фигура, в которой находится пак мертвецов, не получает дебаф нежити. Кратко. Ну, прикольно. На самом деле это тупо. Это очень тупо. Я не знаю, зачем они так сделали. Не, если есть у кого-то какие-то догадки, то напишите в комменты, зачем они так сделали. Потому что для меня это сейчас открытие. Просто минус 50% хп в легендарной фигуре. Ну, топчик. Ну, раньше, как по мне, было лучше, когда оно просто не давало дебаф нежити по твоим же фигурам. Хрень какая-то. Серьезно, хрень какая-то. Да перевоплощайся ты уже, а? Я, если что, кстати, драконов покупаю. Пригодятся. Может, поставлю себе 5 драконов-то по итогу. Знаете, какую сейчас фигуру хочу с лешего? Наверное, все-таки я хочу спектру. Спектра будет намного имбовей. Да, хочу спектру. Спектра будет прям топчик. Некор не особо-то будет топчик, а вот спектра прям то, что доктор прописал. Ну, кстати, 7 из 9 остановилась у меня Мамора. Ну ладно, в любом случае пусть сидит до конца. Апнется в 3 звезды, тогда я ее переработаю. Может, что-то полезное упадет. Как же мне фиолки сыпятся, вы просто прикиньте. Двойные мобы сюда.
Не знаю, если честно, мне хочется сейчас взять несколько предметов и тупо попробовать переработать. Ну, кстати, я сейчас поставлю 3 дракона. Это, конечно, не пак будет. Но пока что пусть стоит 3 дракона. 8 из 9, отлично. Давайте попробуем все-таки поискать предмет второго тира. Или, или подождать 25-й раунд. Там, кстати, через 6 богов играют, 9 магов, 2 штуки. В котле уже... Ой, в котле. В Тинкере там есть уже посох 3-го тира. Ну, что я могу сказать? Скорее всего, в этой игре мне понадобится шар бездны, чтобы такого Тинкера забирать спокойно. Хотя этот Тинкер может меня еще и не затащить. Но если он там найдет себе цепочку 4-го тира, то будет тяжело против такого Тинкера. Да в целом тут еще 2 мага сверху есть. Шар бездны мне по-любому пригодится. Явно лишним не будет предмет. Боже, как же нежить рвет. Ощущается, конечно, когда у твоих фигур минус 50% хп. Пак сюда. Некар пришел. Ну, блин. Если честно, то пойдет. Некар хорошая фигура. Неплохая, хорошая. Можно было бы, конечно, и лучше. Я, кстати, вингу пока что продам. Вдруг чего, если что, потом ее куплю. 8 из 9 до сих пор Мамора, понял. Но это нормально то, что у меня так застопорилось улучшение Мамора. На самом деле, я удивлен, вы просто посмотрите на мой стол. У меня, по сути, у меня, ну, по сути, тащит только Банши. Пака я поставил, потому что, во-первых, он дает нюк с самого старта. Плюс он дает уклонение. 50% тупо мясов накидывает на врагов. И, кстати, надо было, наверное, знаете, как поступить на 15-м раунде с предметом второго тира? Надо было взять вот этот кристалл, который плюс 3 дает. Ой, неприятно. Ой-ой-ой, неприятно. Еще этому дурачку, который играет на Марсе. Обидно. Обидно. Думу поставлю, может, Дум попрофитнее будет, чем Орк-жрец. Давай, Мамора, ну уже пора. Уже время. Можно было бы, конечно, сейчас 9 уровень выйти. В Абадона закинут посох 1-го тира. Так, еще 9 магов. Не, по-любому мне понадобится здесь шар бездны, чтобы тупо не ощущать этих магов. Потому что сейчас больно. Не больно, ладно. Забираю свои слова назад. И 9 берем. Красиво. Так, опять Лич ко мне пришел. Пу-пу-пу. Мора до сих пор не апается. О, Мишка. Но если откровенно честно быть, я не хочу особо сейчас спешить. С яйцом. Ладно, я пока что не буду Мишку перевоплощать. Чуть-чуть подождем. А вдруг мне сейчас просто легендарка упадет, снова леший, допустим. Я просто в лешего закину яйцо и будет по кайфу. Блин, Банши, конечно, нормально так разваливает. Я думаю, сейчас лучше всего нажать реликвию двойных мобов. Будет топ. Имба! Не, ну я думаю, можно, в принципе, нажать сейчас двойных мобов. Или потерпеть. Или нажать. Или потерпеть.
ДК пришел, кстати. Ладно, Абаддона продаю, он мне не нужен. Я могу, в принципе, уже и 5 драконов поставить. Ладно, активируем, поехали. Я думаю, я спокойно затащу. У меня сильный стол. Шапка упала. Пак мертвецов. Сюда. Хорош. Вот это я понимаю прикормка. Спел призм. Берем. Пак мертвецов закидываем. Отлично. Мана плюс 50. Ну, в принципе, пока что можно взять, потому что я не могу 5 драконов поставить. Надо идти дальше в уровень. Итак, хотя вот так вот сделаем. Но тогда, блин, нежити мало у меня будет. Будет не 6 нежити. Можно было бы, конечно, сейчас выйти полностью из экономики и взять себе 10 уровень, и там поспокойно поставить себе 5 драконов и выносить. Но мне кажется, это будет ошибка. Надо паролить. Надо паролить. Не знаю, короче, ладно, не буду ролить пока. Это яйцо глазолит мне глаза. Хочется вот прям закинуть кого-нибудь уже, но я прекрасно понимаю, что этого не стоит делать. 2 эльфа, 2 мага, 1-6 богов. Понимаю. А где же инсектоиды в такой теме? Еще и жрецы, кстати, нарисовались. Вообще удивительно. Я, кстати, шапку, знаете, в кого закину? Мне в любом случае нет смысла в Лича закидывать. Он слишком дешево стоит. Если бы он у меня был в 2 звезды, тогда можно было бы закинуть эту шапку в Лича, и он бы стоил у меня не 6 монет, а 7 монет. Тогда бы вот этот орк-жрец, он не смог бы брать его под контроль. Так, ну тут полуорки и что-то там через антимага. Ну, кстати, этот антимаг может меня и взорвать. Ладно, не может взорвать. Все, -1. -1. О, ля какая. Ба. Сюда. Еще и Тракса трехзвездочная. Вообще шикардос. Так, пак закидываю в мишку. Интересно, что мне с этого мишки сейчас упадет. За Варлока забыл чуток. Чуток забыл за Варлока. Так, у меня 5 драконов, 5 нежити. Не знаю, мне не хочется баншу убирать и ставить вместо банши того же самого Варлока. Трехзвездочная Марси. Ну куда ж без нее? Вот серьезно, в каждой игре есть 3 сборки. Шаманы, инсектоиды и Марси. В текущей игре я вот инсектоидов и шаманов что-то особо не вижу. Но вот до этого момента я играл катки 4, и там в каждой игре абсолютно они были. Так бесит уже. Особенно инсеки бесит. Нет, он мою банши стырил, еще и в 2 звезды призвал. Почему не Марса там условного? Это плохо. Так, Тракса, конечно, с одной палкой нормально там урона вкинула. Зомбаря продал, зомбаря купил, пойдет. Лич в 2 звезды, в 3 звезды. Но это, конечно, не та фигура, которую бы мне хотелось. Но в принципе пойдет. Сейчас в нее призму закинем. Шапку нет смысла закидывать, потому что он в 3 звезды. Но чисто для плотности можно было бы и закинуть эту шапку. Ладно, выходим, короче, из экономики. Плевать. Хочу, чтобы у меня было 6 нежити. Ой, какая там Марси огромная, еще и с магическим сопротивлением. Вот это, конечно, неприятно. Не, ну чайники нормально разваливают. Я бы сказал, даже отлично разваливает. Минус 25, поехали. Не, 5 драконов это, конечно, вещь. 5 драконов, 6 нежити, это прям то, что доктор прописал. Не знаю, может предмет 5-го тира поискать. Хекс, может, найду. Поехали.
Там еще и Марси такая тоже сильная с бессмертием. Но Лич это тащить не будет, когда Марси одна останется. Только если посох третьего тира найти, и то я не уверен, что все равно Лич справится. Мне кажется, Лич не справится в любом случае, даже если будет посох третьего тира. Я думаю, самая главная проблема будет здесь не магия, а самая главная проблема будет здесь вот это вот Марси. Ну, кстати, с этой стороны надо будет сейчас вот так вот сделать расстановку, чтобы просто Марси прыгнула на левую часть стола и начала разбирать бесполезные фигуры. Я думаю, все-таки попробовать зарандомить. Перчатка, конечно, это очень вкусно, но я зарандомлю. Бессмертие. Ну, пойдет бессмертие, почему нет? Хотелось бы, конечно, чтобы мне там какой-то условный хекс упал, чтобы хекс по двум людям летел. Блин, ну Тракса нормально, кстати, без шмоток наваливает. Ну, кстати, пригодится, если что, в Траксу закину все предметы. Кираса, конечно, еще хотелось бы, чтобы упала, но я думаю, самый оптимальный предмет это все-таки был бы хекс. Хекс очень много дает. Особенно, когда у тебя магическая призма. Кстати, я же взял рейд ночных зверей, я сейчас кучу денег получу, а если мне сейчас упадет вот эта вот реликвия времени, то это забей. Так, еще один мишка сюда. Блин, будет круто, если я еще и банши трехзвездочную соберу. Вместо банши пока что поставлю обезьяну, чтобы просто кого-то переделывать. Еще, кстати, здесь есть Джакира. Вот это сейчас будет имба. Я, короче, поставлю Джакира вместо Вайпера. И будет топчик. Почему мне нравится Джакира вообще под 6 нежити? Нежить дает минус 50% от максимального хп противника. Так вот, а Джакира дает огромнейший нюк. Там 1000 плюс урона прилетает с одного плевка. Он половину стола может схавать. Чел на 9 магов там какую-то дичь собирает. У него темный лорд и разора есть по 9 магов. Но он почему-то посох третьего тира ему не находит. Я не знаю, конечно, что он там хотел найти ему, но... По мне надо... Как по мне, ему надо было посох третьего тира искать. Но не нашел. И его проблемы. А мне упала реликвия времени. Это вообще топчик. У меня сейчас один раз были двойные мобы, и второй раз будут двойные мобы. Кайф? Я считаю, кайф. Сюда. У меня сейчас столько будет предметов, что ну его в баню, закачаешься. Друиды еще так хорошо идут. Вайпер 2 звезды пока что пойдет. Антимага, кстати, поставлю вместо алхимика. Потому что будет немножко синергия ведьмаков. Ну, я думаю, ничего больше ролить не стоит пока что. Но все-таки будет огромная проблема, это Марси. Мне вот серьезно кажется, что будет проблема не магия, 9 штук, а именно будет проблема в Марсе. Чел там на духах, кстати, играет. Ой, на духах, на жрецах. Поэтому я сейчас шапку, если что, закинул в Лича. Ой, как повезло. Все, у меня есть 2 топовых... Короче, я закинул в Лича, потому что у Лича сейчас не будут жрецы брать под контроль, из-за того, что он будет 9 монет по стоимости продажи быть. И закинул медальон в Некра, потому что Некра бы брали под контроль. Как же это больно все-таки. Даже смотрите, у меня нету магического посоха третьего тира, который стаки дает и много урона магам. Ну, магическому прокасту. Магам неправильно говорить. Антимага продам. Так. Уров 3 звезды пойдет. Ладно, Пака продам. О чем я там говорил? Короче, даже не имея предметов на усиление магического урона, Лич нормальный урон вкидывает из-за того, что у твоего противника минус 50% хп. С посохом третьего тира это, конечно, было бы прям вообще развал. Под призму, а еще с новой синергией. Но тоже, если цель останется одна, вот условно Марси одна такая останется, то он же меня просто разнесет. Вся проблема Лича в том, что он одиночную цель не может вынести. Никак.
Но я думаю, такой момент появится, я покажу. Сейчас посмотрим. А так, когда вот куча иллюзий, на самом деле Лич нормально разваливает. У него минимальная КД на способностях. Давай, Тракса, давай, 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 души его. Бэмс. Хорошо, что иллюзия появилась. Ну вот сейчас, смотрите, тупо не будет урона по Марсе. Вы поняли, что произошло? Мне только что нереально фартануло. Еще Мишка пришел. Короче, мне только что нереально фартануло в плане того, что у чела заспавнилась иллюзия, и Лич просто в них кинул 2 чайника. Из-за этого Марси там разнеслась. Но это фарт, это фарт. Хороший Зевс, но предметы совершенно не те под этого Зевса. Но не фартит немножко чуваку. Я его прекрасно понимаю. Я еще хочу Джакира в эту сборку. Боже, как же это будет сильно. Просто один плевок и всех сносишь. Здорово, жрецы. Пока, жрецы. Да, живет еще. Живет еще. Еще и будет жить. Прикинь? Ладно. Просто чайники не так полетели, как хотелось бы. Кстати, а под такую же сборку минер отлично смотрится. Я бы даже сказал, вообще обалденно смотрится такой минер. Ну да, на бумаге минер вообще шикарно смотрится. Только минер же получит тоже минус 50% хп. Ну просто вдумайтесь на секунду. Берете себе минеров 2 звезды. Берете, закидываете в него агоним и перчатку. Ставите 5 драконов. И же просто даже драконий рог будет, ставить 6 нежити. Просто у всех врагов минус 50% хп. И одна минка снесет всех подчистую. На бумаге это очень сильно. А вот как оно будет на практике, нужно будет попробовать проверить как-то. Может, в этой игре и проверю, кстати. Хотя, на самом деле, я хочу 3-звездочную спектру и 3-звездочного некра. Это будет сильно. Боже, какой разрыв. Это очень сильно. Так, ну ДК соберем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, все, Тракса, прощай. Извините, но сегодня Траксу мы реализовывать не будем. У меня слишком сильно. Знаете, я теперь немножко жалею о том, что не взял перчатку 5-го тира. Но если честно, я сейчас не хочу спешить с предметами. Именно выбрать, какой предмет 5-го тира взять. Короче, не буду спешить. Подождем. Подождем. Сейчас у меня куча еще предметов насыпет сверху. Хотелось бы, конечно, чтобы еще одна призма и шар бездны упал. Но это уже на грани фантастики. Ну да. Но зато наследие духа огня упало. Тоже, кстати, неплохой предмет. Ну, мэр-то, конечно, я не особо хочу. Я возьму еще вот так вот. Короче, вот так вот будет красивее, мне кажется. Урона будет тонна. И рефрешер, наверное, возьмем. Ну да, надо брать рефрешер. У меня тогда банши будет разрывать вообще беспощадно. Ой, как не хочется мне с предметами-то спешить. Не буду брать. Я, может, рапиру возьму. Если сейчас у меня спектра будет в 3 звезды, то я возьму рапиру. Эмпресска. Джакира! Здорово! ДК еще идет. У меня ДК... Ну, некак мне купить этого ДК. Ты глянь, как Мишка идет. Ну,
Блин, из 4-го тира мне больше никто и не нужен. Никс мне, по сути, тоже не нужен, он будет бесполезный. Ладно, сейчас, по-моему, будет минус Марси. Это слишком сильно. Банши двойной ульт накидывает, там урона тонна. А если бы я еще перчатку 5-го тира взял, это был бы вообще развал. Все, минус. Так, минус Марси, Покеда. Остался теперь с магом 1 на 1. Ну, я думаю, магу тоже уже. Все. 2 некра пришло. Мне не хватает одного минера. Для того, чтобы еще одну легендарную фигуру сделать себе. 2 звезды. Легендарки сыпятся, конечно, вообще. Ладно, я думаю брать рапиру. Берем. И в спектру закидываем. И в спектру в угол кидаем. Потому что спектра сейчас сразу будет кастовать свою ульту. Я почему так уверен в себе? Потому что у меня очень сильный лич. И у меня очень сильная банши. Там и наследие духа огня есть в одном и во втором. И бессмертие есть. И рефрешер есть. Ну, короче, тут беспощадно будет. Как же он искусственно растягивает игру. Омник. Блин, Омник это тоже прикольно. Но Леша как-то смотрится симпатичнее. Минерчик сюда. Вот, кстати, сейчас и проверим, как минерчик будет себя чувствовать. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, сначала закидываем предметы. Иди сюда. Не знаю, может Омника продать? Некуда ставить. Надо Омника продавать. Ладно, инчу продам. Так, стоп. Чуть 5 драконов не разобрал себе. На, спектру закину рок войны. Но если что, в спектру не работает рок войны. Я закинул чисто так, на отвали. Чтобы они меня просто не раздражали. Минка. Ну, Минка даже не успела взорваться. Спектра 2 звезды, здорово. Жалко, конечно, не некр. Знаете, хочется для красоты тупо некр, чтобы у меня был 3 звезды. Ну, может, сейчас повезет с этого лешего. Я даже не знаю, какие мне предметы нужны, если честно. Там маг очень слабый, он мне вообще ничего не делает. Чего с этим магом мне делать-то? Ладно, найду шарбезы на всякий случай. Понял, нашел. Возьму гиперстон. В спектру зайдет. Ну и магический плащ закину. Чтобы иллюзии дольше жили и все такое. Так, держу. Вот так вот. Еще и медальончик закину. Чтобы чисто было очень много магического сопротивления. Вот я. Да. Но игра на самом деле уже давно закончилась. Некор в 3 звезды. Здорово. Еще и леший сверху идет. Не, ну это жестко. Да зачем мне этот Никс? Ладно, Варлока закину. Предметы будем потихоньку собирать кого. Ну, так, конечно, тоже очень мощно смотрится. Яйцо! Не успел. Чуть-чуть не успел. Я надеюсь, сейчас Варлок не перевоплотится. Мобов вообще просто разорвал в тотальную. Просто так беру реликвию, потому что мне они уже не нужны. И мне, кстати, немножко повезло все-таки. Вместо этого закинем очищающую сферу. И думаю, бессмертие. Берем. Хотя на самом деле надо было вторую рапиру брать. Рапиры же они стакаются. Надо было вторую рапиру реально брать. Я хочу Джакира еще в 2 звезды. Чтобы прям, знаете, красивый-красивый стол был. Убийцы заблокируем, чтобы они мне не спавнились.
Да, ну, у чела тут очень мало урона. Если бы у него был магический посох третьего тира, то шансы того, чтобы он меня снес, были бы намного выше. Хотя не, вряд ли, вряд ли. У меня слишком сильный стол, у меня слишком сильный проказ. Плюс у него минус 50% хп. Ну, как бы, ты уже прибедняюсь. Если чел переживет. Да нет, на следующий раунд он не переживет. Бэмс. Просто 8000 от спектры. Никто не успел закастить, только одна спектра успела. Но он не переживет. Не, у меня 5 хп осталось. Только если я весь свой стол уберу. А вы прикиньте, если бы я Лешего в 3 звезды собрал. Насколько это было бы сильно. Максимально быстро собрать себе Лешего в 3 звезды. Вот просто представьте себе ситуацию. На 8 уровне не падает 4 яйца, и у меня есть 4 друида. Ну да, 4 яйца и 4 друида. Просто одно яйцо в Лешего закидываешь, потом яйцом в 2 звезды закидываешь в Лешего еще раз, и тебе спектра 3-звездочная падает. Ну это просто аннигиляция. Вот как сейчас. Кайф. Такая, знаете, чисто лайтовая каточка на нежити. Вот Марси была опасная, если честно. Была, но у меня было сильнее. Магу не хватило посоха 3-го тира. Не, ну у меня слишком сильно. Просто в моменте как пошло. На самом деле, вот этот вот переломный момент был, когда мне Леша пришел в 2 звезды. Оттуда полетел лютый переломный момент. Что я хочу еще добавить по нежити? Не знаю, как по мне, вот это вот самые сильные драконы. Можно, конечно, знаете, там еще извернуться, но вот просто спектра. Вот вместо некра можно было бы поставить себе новую синергию. У тебя как раз места немножко остается. Либо же, если бы тебе упал с 4-го тира драконий рог, ты бы мог в какую-то фигуру свою закинуть, и тогда бы вместить еще и синергию наблюдателей. Вот эту вот новую синергию с помощью винги и петуха. Тогда бы у тебя было 3 косы с призмой, 3 чайника лича. Но вот чайник лича, он, ну, сомнительная вещь. Объективно сомнительная вещь, потому что когда цель останется одна, ты ничего сделать не можешь. Вообще ничего. Но зато у тебя есть банши, на всякий случай. Ну, блин, просто такая сумбурная игра. Забавная сумбурная игра. Нечего добавить мне. Но вот то, что ты самый сильный дракон, мне кажется, это да. У всех минус 50% хп, и ты всех почастую сносишь. Раньше были намного сильнее драконы, то есть ты мог поставить себе 6 богов, мог поставить себе 5 драконов и условного какого-то керри. Вот это вот были самые сильные драконы. Но вот как в текущих реалиях, мне кажется, вот такие драконы намного сильнее. Не знаю, конечно, как они себя будут чувствовать против инсектоидов, но мне кажется, это будет тоже лютый развал, если у тебя хорошая спектра заряженная. Или банш заряженная с личом. То есть, по идее, на бумаге такие драконы должны всех разваливать. Вот когда у тебя лич, когда у тебя банш, когда у тебя спектра, даже тот же самый некр, он же и выжигает, еще и косу накидывает. То есть на бумаге это сильно. Ладно, не будем растягивать концовку. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях, не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор еще не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал, потому что все ссылочки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!